Здорово, народ. Тут меня посетил один вопрос. А вот какая разница, какую оперативную память поставить в ПК? Наверняка многие таким вопросом задавались. Нет, все слышали про частоту оперативки там, про XMP, JDEC, тайминги и прочие нехорошие слова. Но давайте разберемся. В чем отличие самой дешманской оперативки? В данном случае это AMD Radeon R9, XMP 3200 МГц, тайминги 16, 18, 18, 39. Выглядит-то все вроде бы неплохо, но данный оператос не поддается совершенно никакой настройке. Ни тайминги, ни частоты просто никак не подкрутишь. А столкнем мы ее с Adata XPG Gamix D10, также 3200 МГц по XMP, но стартовые тайминги даже похуже, чем у оператоса от AMD. Здесь у нас 18, 20, 20, 40, но с этим комплектом я конкретно посмотрю подгонку таймингов, ну и, естественно, посмотрим, как настройка параметров оперативной памяти отобразится на производительности ПК в играх. Итак, для тестов я взял всего лишь две игры, больше не нужно. Это Мир танков, одна из самых популярных онлайн-игрушек, и Киберпанк 2077. Но для начала давайте познакомимся с наборами нашего оператоса. Итак, значит, вот такой вот кит оперативочки у нас стоял. Это у нас Radeon R9 с таймингами. Это XMP оперативка, значит, 3200 с таймингами 16, 18, 18, 39. Да, оперативочка не лучшая. Приехала, значит, вот такая вот Adata XPG Gamix D10. Сейчас мы ее с вами вскроем. Я впервые ее открываю вообще. И давайте на нее поглядим. Естественно, эта оперативочка выглядит посолиднее. И это точно так же. 3200 по XMP с таймингами 16, 20, 20. То есть здесь у нас 16, 18, 18, 39. Здесь 16, 20, 20. Последнее значение почему-то не указано на наклейке, но мы посмотрим это с вами в CPU-Z. То есть здесь у нас значения указаны те же. Фокусируйся. Да, то есть это кит оперативочки, Adata XPG. Вот, а дальше увидим в тестах. Также на всякий случай напомню, что тестовым стендом выступает мой домашний ПК Ryzen 5 5500, материнка MSI B450 Gaming Plus и RTX 2060 Super в исполнении от Zotac. На ваших экранах тест кэша и памяти AIDA на оперативке от AMD. Напоминаю, что каким-либо настройкам она вот просто вот вообще не поддается, поэтому тестить ее будем исключительно в стоке. Как видно, латентность памяти тут 80,6 наносекунды, 47 гигабайт на чтении, 43 гигабайта на записи, 43 гигабайта в секунду на копирование. И первой игрой посмотрим на Киберпанк, нативное Full HD разрешение без апскейлингов, настройки высокие. И здесь получим максимальный FPS 86 кадров в секунду, минимальный 53 кадра в секунду, среднее же количество 67 кадров.
Время геймплея в Киберпанке в замесе получим 55-60 кадров, что, в общем-то, неплохой результат. Казалось бы, все же хорошо. Ну, давайте дальше посмотрим на мир танков. Full HD, максимальные настройки. Здесь постоянно более 180 FPS для обладателей высокогерцовых мониторов. Кстати, вообще отличный показатель. Долго задерживаться тут не будем. Давайте смотреть, что нам предложит второй комплект оперативки. Итак, тест кэша и памяти AIDA на комплекте от ADATA. Я подкрутил тайминги, совершенно не трогая частоты. И вот первый результат. Латентность снизилась до 80,2 наносекунды. На целых 3 гигабайта в секунду вырос показатель записи. Показатели же чтения и копирования практически не поменялись. Ну, давайте глянем в играх, что они нам покажут, эти самые показатели. Опять же, начнем с Киберпанка. Настройки те же самые, то есть Full HD, высокие настройки, без апскейлингов, то есть все в нативе. Мне уже тут виден прирост, а именно 70 средних кадров, почти 56 минимальных и 89 максимальных кадров в секунду. Прирост, естественно, небольшой, но разница уже вполне себе заметная. И давайте глянем на мир танков. Здесь прирост также невеликий, но тем не менее он есть. Да, конечно, при таких значениях, как в мире танков, 5-6 кадров в секунду погоды совершенно никакой не делают. Но разница в оперативной памяти вполне себе заметна. Давайте перейдем к подведению итогов. Итак, что мы с вами можем вынести из данного ролика? Оперативка действительно имеет значение, но главным образом значение имеет то, на каких чипах она построена и какими таймингами обладает. Я пробовал оперативку поразгонять, ну, в смысле комплекта от ADATA. Но на 3533 МГц пришлось вернуть ее уже на базовые тайминги, то есть 18, 20, 20, 40. И в бенчмарке Киберпанка наметилась нехорошая тенденция. Нехорошая в том, что появились пролаги с очень сильным падением минимального FPS. А значит, самые лучшие показатели это все-таки 3200 МГц с таймингами 16, 18, 18, 39. Если ты специалист по разгону оперативки, можешь мне в комментариях подсказать, что я делаю неправильно, потому что никогда я оверклокингом не увлекался, и как бы глядя на те результаты, которые получил сейчас, наверное, уже и не увлекусь. А у меня на этом все. Вы, как обычно, что-то нажмите, что-то напишите, подписывайтесь на канал, забегайте на игровые стримы. Всем всяческих благ, всем удачи и пока-пока.